Недавно в мир пришло суррогатное материнство. Это была такая невидаль, это было такой прорыв в гинекологии, в репродуктивной медицине, когда молодая женщина вынашивает оплодотворенную яйцеклетку другой женщины. Что же там происходит? Делится яйцеклетка реальной матери. То есть у этого малыша есть конкретная мама и папа, но питательные вещества идут от суррогатной мамы. И ее чувства, ее переживания, ее отношения с родителями этого ребенка, все это будет влиять на малыша, все это будет формировать. Я знаю, что часто суррогатная мама живет в семье, где потом будет жить малыш. Ей создают какие-то очень хорошие условия, эмоциональные и психологические. Но точно так же я читала и видела, когда суррогатная мать живет какой-то своей обычной жизнью, у нее есть ее семья, муж, дети, и тогда малыш внутриутробно получает какой-то опыт, который будет потом фонить всю его жизнь, о том, что у него есть какие-то братья, сестры, о том, что его вселенная чем-то обеспокоена, что в этой вселенной есть какой-то свой бог, то есть муж этой женщины. Это серьезно повлияет на самого малыша. Это очень интересно будет наблюдать этих детей, которые пришли в этот мир от суррогатной матери. Мне кажется, потому что у нас еще нету фактов, эти люди еще не приходят пока на расстановки, на консультации, но мне кажется, что у этих детей отношение к миру, что ресурсов много, что у меня есть одна мама, вторая мама, у меня есть один папа, у меня есть, может быть, второй папа. То есть у них меняется какая-то внутренняя парадигма и картина мира, их совсем иная, чем у нас. И, конечно, это может делать их немного странными, необычными, иными. Но подобная мутация, она позволит этим людям создать что-то новое, то, чего не можем придумать и создать мы, люди, которых не зачинали в пробирке. С другой стороны, у этого ребенка есть интересный, уникальный опыт, когда яйцеклетку поддерживает и питает другое тело. Оно такое же женское, оно такое же любящее, но это нечто другое, это другой материал ДНК. И если ребенок, живя в теле матери, всегда чувствует себя одним целым с этой мамой, то здесь ребенок чувствует себя в гостях. Это же другое тело. Это очень интересно, очень доброжелательная, любящая, но чужая вселенная. Может быть, эти дети будут всегда чувствовать себя немножко в гостях в этом мире. Может быть, они будут чувствовать себя немножко чужими на этом празднике жизни. Я пока не знаю, и никто не знает. Но мы наблюдаем, эти дети, им уже по 10-12 лет. Скоро они повзрослеют, и мы увидим их в том поле, где они смогут прийти и что-то спрашивать, говорить о своих проблемах. Мы сможем увидеть их поподробнее. Но несомненно, что наш мир изменился. Это уже некая мутация. Это не что-то про 3 руки, 4 ноги,
но это некий другой способ отношения к жизни. И эко-дети, и дети, рожденные от суррогатной матери, это новый вид в человечестве. Это люди, которые относятся к миру не так, как мы. И это будет все более расширяться. И, наверное, репродуктивная медицина придумает еще какие-то способы, потому что она очень активно развивается, и в мире появится совершенно такая не монохромная, а многослойная структура людей, которые будут иметь другие ценности, другой внутренний код. И в моем поколении все имеют один и тот же код. Все родились от мамы, которая занималась сексом с папой. Это может быть насилие, это может быть по согласию, это может быть по залету, это может быть случайно, но весь принцип был всегда одинаковый. Мужчина и женщина занимались сексом, и благодаря этому родился ребенок. Мы все были в одинаковом поле, а сегодня поле становится разным. Причем это глубинное поле, это какие-то глубинные ценности, некая идентификация себя с миром, которая практически не осознается. И нам будет очень интересно посмотреть на этот мир, в котором появилось такое разнообразие. Привет. У меня есть закрытый клуб с названием «Все свои». В него могут попасть участники, которые прошли мои программы, коучинг-группы, выездные тренинги, личные коучинги. В этом клубе я регулярно провожу бесплатное обучение. Этого обучения нет в открытом доступе. Также я отвечаю на вопросы, свободно общаюсь. Ну, такое место, где мы можем быть в контакте. Для меня это клуб таких прокачанных и прекрасных людей. Недавно мы в клубе проводили курс «Из мечты в реальность». Курс о том, как все-таки реализовать свои заветные мечты. Курс состоит из 5 занятий. В каждом есть теория, практика и домашнее задание на неделю. Теперь этот курс доступен для спонсоров. Уровень — курс мечты в реальность. Стоимость подписки $9,99. Получается одно занятие по цене чашки кофе. Приобретая эту подписку, вам становится доступна еще огромная библиотека из спонсорского пакета. Эта библиотека, она регулярно пополняется. Сейчас в нем 26 видео. Чтобы с ними ознакомиться, посмотрите плейлист с надписью «Для спонсоров». Чтобы стать спонсором, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код.